А можно ли догадаться, какой город скрывается за интересными туристическими прозвищами? В этом выпуске мы с вами попробуем это выяснить. Страна льда и пламени. Исландию часто называют страной льда и огня, потому что на суровых ледяных равнинах ее находится множество вулканов и гейзеров. В Исландии огонь соседствует со льдом. И две противоположные стихии очень часто непосредственно соприкасаются друг с другом. Ледники занимают 11% территории острова. А рядом и прямо под ледниками – вулканы и гейзеры. На острове около 300 геотермальных зон. Самым активным считается гейзер Стракур, извергающийся с перерывами от 10 до 20 минут на высоту до 30 метров. Крупнейший гейзер в Исландии Дёльдартунгухвер дает во время выброса ежесекундно 150 литров кипящей воды. Страна голубого неба. Монголию считают страной синего неба, так как большую часть года здесь солнечно. Расположенная в умеренном климатическом поясе, Монголия климат имеет резко континентальный. Это означает, что для него характерны резкие перепады температур и небольшое количество осадков. Холодная, но практически бесснежная зима в Монголии, температура может опускаться до минус 45, сменяется весной с ее сильными порывами ветра, иногда доходящими до ураганных, а затем теплым и солнечным летом. Эта страна часто становится местом возникновения песчаных бурь. Если описывать климат Монголии кратко, достаточно упомянуть большие колебания температур даже в пределах суток. Здесь суровая зима, жаркое лето и повышенная сухость воздуха. Самый холодный месяц январь, самый теплый июнь. Страна большого белого облака. Новая Зеландия на языке племени маори, романтичную именуемая страной длинного белого облака, это место уникальное во всех смыслах. Гейзеры, фьорды, горы, ледники, озера, пляжи. Природа сохраняется здесь в первозданном виде даже возле крупных городов. Но эта страна признана еще и самым мирным местом на Земле. Не случайно Новая Зеландия в последнее время все чаще становится съемочной площадкой для голливудских фильмов. Здесь снимали и «Властелина колец», и новую версию Кинг-Конга, и даже «Последнего самурая». Страна тысячи озер. В народе Финляндию называют страной тысячи озер. Такому названию она обязана большому количеству водоемов, которые занимают достаточно большой процент территории страны. Ну а еще это весьма поэтичное название с точки зрения привлечения туристов. Приблизительно 10% страны занимают различные водоемы. Здесь есть множество озер, а также болота и топи, болотистые места. По последним подсчетам географов, в Финляндии насчитывается около 190 тысяч озер. Водная система страны разрознена приподнятыми грядами, что способствует образованию множества водопадов и порогов. Это позволяет Финляндии максимально целесообразно использовать свой энергетический потенциал, а также такое множество озер привлекает туристов со всего мира. Страна небесных гор. Кыргызстан – страна со сказочными и красивейшими горами, богатой историей, необычной культурой и интересными традициями. Это настоящий горный рай для альпинистов, скалолазов и любителей путешествий. Здесь расположено множество вершин, которые стремятся покорить любители восхождений, чтобы получить заветное звание снежного барса. А также здесь есть уникальное место для тех, кто только собирается стать альпинистом или хочет повысить свой профессиональный опыт. Это Ала-Арча.
В Ала-Арче в одном месте сконцентрировано большое количество вершин от 1 до 6 категории сложности, скальные, ледовые, а также смешанные маршруты. Какой из вопросов вам показался самым легким? Ответ пишите в комментариях. А также не забудьте подписаться. Впереди много интересного.